Привет, зона. Привет, друзья. Снова отправляюсь на заброс. Посмотрим, как зона примет меня в этот раз. Вот мы уже подходим к территории радиационно-экологического заповедника. Вот так это выглядит. Можете посмотреть, почитать, что здесь можно, что нельзя. Ну, на наш с вами путь лежит сегодня к реке Уж. Я взяла удочку. Посмотрим, получится ли у меня наловить рыбы. Я, конечно, рыбак тот еще, но река Уж кишит рыбой. Я думаю, что что-нибудь да поймаю. Но для начала нам нужно совершить удачный заброс, чтобы все прошло благополучно. И никто меня здесь не заметил и не поймал. Снова здорово. Снова здорова зона. Все, друзья, заброс начался. Колючку успешно преодолели. Теперь быстрее надо дойти до реки. У меня опять авария. Смотрите, пробила бутылку об колючку. Я не знаю, как так получилось. Это просто жесть опять какая-то. Ну, благо река рядом. Не знаю. Надо выпить, наверное, вот так. Пол-литра воды, чтобы она не пропадала. Все, нам вот туда. Не знаю, как у меня так получилось пробить эту бутылку в самом начале похода. Но ладно, что имеем, то имеем. Надо быть осторожней со своими вещами. Все, идем. Тут уже осталось считанные километры до Ужа. Там уже можно будет что-то придумать. Может быть, я по дороге найду бутылку. Гремит еще мой рюкзак. Не хочется греметь абсолютно. Жара сегодня стоит неимоверная. А я так нагружена солидно, что если удастся добраться до Ужа, будет очень здорово в нем охладиться. Это прям как живительный источник в зоне. И воды можно набрать, если закончилась уже на выбросе. И охладиться перед дальней дорогой в водичке в летний знойный день. Ну все, надо сосредотачиваться, смотреть и слушать внимательно все, что тут происходит. Опять плантации черники. Ну что-то я ни одной ягоды не вижу. Бобрали, что ли? В прошлый раз она еще не поспевшая была, а сейчас. Вот. Одна ягодка. Больше не вижу. Не вижу больше. Надо посмотреть подальше. Здесь все-таки в самом начале, может быть, тут ходят местные, обобрали. Ну, маленькая такая.
Летом сталкер голодным не останется. Чуть не забыла удочку. Так, давайте, пока мы идем, хочу немного рассказать вам, не рассказать даже, а немного пояснить про радиацию в зоне, потому что столько комментариев поступает о том, что я заболею раком, или умру, или у меня родятся дети-мутанты. Надо вообще изначально понимать, как эта радиация работает. Ну, постараюсь простыми словами вам объяснить. Я не ученый и не физик-ядерщик, но так как мы ходим в зону, все-таки базовые какие-то знания про радиацию надо иметь. И у нас всегда с собой есть дозиметр. Немного углубилась. Так вот, про радиацию. За 40 лет количество основных радионуклидов, которыми зона была загрязнена, это цезий и стронций, они уже претерпели свой полураспад. Период полураспада примерно 30 лет у этих элементов. Ну и количество, соответственно, снизилось значительно. Так вот, с момента аварии прошло уже 40 лет, и радиационная обстановка здесь очень сильно изменилась с того времени. И большинство короткоживущих радионуклеидов давно распались. Например, йод-131, который представлял огромную опасность сразу после аварии, имел период полураспада всего 8 суток, или что-то около того. Так, небольшой привал. Закончим уже эту тираду про радиацию. Короткоживущие элементы распались, а йод-131 исчез в течение очень короткого времени. Цезий и стронций уже претерпели свой полураспад, и часть из них ушла в грунт, часть из них смешалась с донными отложениями и спустилась там по водоемам. Что касается плутония-241, который образовывался в результате работы РБМК-1000, то его полураспад 14 лет, а америций, который образуется в результате его полураспада, уже, да, он имеет полураспад 400 тысяч лет. Нет, 400 лет. Это долгоживущий элемент, представляет угрозу, и его, конечно, становится больше со временем. Но загрязнение реки Уж и ее окрестности, где мы сейчас с вами находимся, где мы сейчас в основном делаем свои вылазки, то есть его здесь практически нету, и здесь основная масса — это стронций и цезий. И существуют научные исследования, которые исследовали воду из этой реки, брали на пробы, и там подтвердилось содержание цезия и стронция. То есть ни плутония, ни америция там в пробах обнаружено не было, поэтому это основные элементы загрязнения этой реки. Но и их показания были очень низкими. Ну, и это понятно, потому что река, она находится вдалеке от ЧС, вдалеке от эпицентра взрыва, и прошло уже столько лет, и потом это проточная река, а не какое-то озеро в непосредственной близости от ЧС, там это не пруд-охладитель и не обводные каналы. Вот, поэтому в нашем путешествии, сегодняшнем путешествии на реку Уж, все относительно безопасно. Конечно, существуют определенные риски, потому что не все радионуклиды ушли, и часть их все равно переносится массой воды, и какое-то минимальное значение будет там, и опять-таки будет значение какие-то и в рыбе,
который накапливает и цезий, и стронций в себе. Но этого бытовыми дозиметрами мы никак не сможем измерить. Это только в лабораторию нужно относить, что касается и воды, и также что касается продуктов питания, рыбы и там, ягод. Бытовым дозиметром мы это не можем измерить. Это только общий фон, как бы общий фон, гамма-фон, или если вы открываете крышку, вы можете бета-распады померить, которые в местах, где там, допустим, вы ловите рыбу или собираете ягоды, грибы. А что касается рака, вот еще любимый вопрос, рак. То есть для увеличения риска заболевания раком нужно набрать, поглощенная доза должна быть 100 миллизиверт. 100 миллизиверт повышает риск заболевания раком, но тут будет значение иметь, за какой период мы эти 100 миллизиверт набрали. И если вы говорите про лучевую болезнь, то это там начиная от 4 зивертов. 4 зиверта – это уже там лучевая болезнь средней тяжести, при лечении которой тоже там высокий степень летальности. Или если, допустим, 10 миллизиверт вы накапливаете одномоментно в короткий период времени, то это уже лучевая болезнь, которая несовместимая с жизнью, можно сказать. И то у всех людей по-разному организм реагирует на радиацию. Все, на этом все. Двигаемся дальше. Нет, не все. Чтобы при фоне, допустим, 20 микрорентген в час, нам набрать 100 миллизиверт, нам нужно прожить 50 или 60 лет. 24 часа вот в этой дозе непрерывно. И мы наберем 100 миллизиверт за 60 лет. Ну, соответственно, какой тут может быть риск, когда у нас норма до 30 микрорентген, и мы все живем, можно сказать, в повышенных уровнях. В городе нету 8-9 микрорентген, как есть вот здесь на Уже. В городе там 12-15. Да и, соответственно, экология какая? Здесь чистый сосновый воздух, а в городах выхлопы, тяжелые металлы, газы, вот это вот все. Поэтому Чернобыльская зона не так опасна радиацией сейчас, как другими факторами. Ну что, привет, наш любимый Уж. Река значительно обмелела с того раза. Я даже вижу здесь рыбу. Вон она плавает. Вон там. Видно вам? Рыбеха есть. Теперь хорошо бы, чтобы здесь не летал дрон, и мы смогли спокойно порыбачить с вами. План на сегодня такой: наловить рыбы и сварить из нее уху. Много комментариев было по этому поводу, что интересно вам было бы посмотреть на это. Мне и самой даже интересно, что получится из этого. Ну, сейчас немножечко, мне нужно немного времени, чтобы оценить обстановку вокруг, послушать зону, как она принимает или не принимает сегодня гостей в виде сталкеров. Сейчас освоимся и приступим. Вот она, эта бревнышко. А дальше вон песочек. Хорошая вода. Смотрите, как Уж обмелел по колено.
Ну, привет, зонка. Сталкерская тропа не зарастает. Смотрите, сколько лет сюда сталкеры ходят. Здесь уже вот такая тропа. Наверное, никогда не зарастет. Сейчас они, конечно, не частые гости, но все равно видно, что здесь можно пройти. Ну, я думаю, что ловить мы будем вот здесь, в этой ямке. Прекрасный, прохладный уж. Просто какой-то рай посреди зоны отчуждения. Этот уж неимоверно прекрасен. Можно охладиться в этот жаркий день. Ну все, я думаю, будем приступать к рыбалке. А то это все превратится просто в купание на реке Уж без рыбной ловли. Так, сейчас основная задача у меня расчехлить удочку, немножко упорядочить свои вещи, которые здесь валяются. И начнем. Ну вот, видно вам? 9 микрорентген. Не запутать бы это все. Рыболов Светлана. Что вы делаете? Ну ладно. Кажется, я сейчас могу ее запутать. Как она выдвигается, в какую сторону. Это вот больше похоже на что-то. Какая огромная. Конечно, можно было бы взять поменьше. Ну ладно. Так. Мы забрались. Глубину надо теперь отрегулировать. Очень здесь стоит огромнейшая глубина. Нам такая не нужна. Нам нужна совсем небольшая глубина. Вот так. Друзья рыболовы, не судите строго. Я буду ловить на хлеб, на белый. Вот купила. Если ничего не поймаю, буду жрать сегодня хлеб с водой. Ну, попробуем. Рыба здесь может быть непривередливая. Пойдет и хлеб. Возьму вот так. Скомкаем. А заодно перекупим. Нанизаю. Такой шар большой, как вы думаете? Давайте попробуем. Надо встать. Моя наживка зацепилась за
траву. Сейчас попробую перекинуть это все дело. Никак не приловчусь. Давно рыб не ловила. Я вроде приловчилась. Чтобы у меня ничего не цеплялось. Маленькая рыбка. Оп! Мне кажется, кто-то клюнул. Как вы думаете? Или это я за траву опять зацепилась? Ой, и сожрали уже. Все. Или не сожрали? Нет, все, упало. Ладно, еще раз забрасываем. Он плывет. Там тоже глубоко. Оп. Ой, это рыба? Это рыба, ребята. Это, блин, это была рыба. Или нет? Что это было? У вас там голова, наверное, кружится от моей съемки. Ладно, сейчас я что-нибудь придумаю. Там, мне кажется, смотрите, против течения какая-то рыба плывет. Как будто бы. Видно вам? Такая полоса. Стопудово какая-то рыба сейчас клюнет. Крючок мой здесь. Ох, и рыболов. Ну, ребят, не судите строго. Рыбу я ловлю раз в несколько лет. Поэтому, если кто-то профессионально этим занимается или хорошо разбирается, не судите строго. Какая-то мелкая постоянно клюет. Сожрали. Постоянно кто-то склевывается. Ну, давай. О, какая огромная рыба. Боже мой, какая рыба. Может быть, она клюнет? Там такая рыба была огромная. Даже не знаю, как она называется, но она очень огромная. Никто не клюнет. Короче, у меня оторвался поплавок. Полезли искать его. Там где-то. В тех кушарах водных. Вон, я его вижу. Вот он наш поплавочек. Опа. За корягу зацепилась. Топ-контент с реки Ич. Оторвала поплавок, пока ловила рыбу. Знаете, я прям даже уже какой-то азарт поймала. У меня опять какая-то поклевка была. Ну, конечно, я ее не словила, рыба все склевала. Ну, я даже понимаю теперь рыбаков, которые часами сидят и вот это, оп, нет.
Вот это вот вылавливают так рыбку. Давай, рыбка, ловись, большая и малая. Нет, опять. То ли цепляется там за что-то. Но до этого прям была четко. Вот это, наверное, тоже поклевка, я не знаю. О, смотрите, смотрите, сорвалась. Опять рыба была. Зараза, сорвалась, ушла с крючка. О, рыба, рыба, рыба! Ура! Я надеюсь, что он на пожар полетел. Опять залегла. Опять дрон полетел. Но здесь, вот там, видите? В кустах. Пожар. Что-то загорелось. Я надеюсь, что он полетел туда рассматривать пожар. Но в любом случае, пару рыбок у меня есть. Сейчас еще пару раз закину и все. В общем, опять здесь дроны летают. Только что пролетел. А я тут в кустах залегла, но не знаю, насколько это. Там впереди пожар, видите? Я надеюсь, что он полетел туда рассматривать пожар. Но в любом случае надо отсюда уже валить и углубляться куда-то подальше в кусты. Так, ну все, тут у нас немножко рыбки есть. Правда, прошло уже 100 лет, пока я наловила. Так, мой небольшой улов. Все, двигаем отсюда. Поперли на ту сторону готовить уху. Я как сумочница. Выгляжу. Все, переправляемся. Уроню телефон. Ну все. Отчаливаем в глубину. Так, ну в тенечке в безопасности вроде. Здесь меня не должно быть видно. Дроны летают, стрёмно. Все, сейчас начнем готовку. У меня уже травма. Отцарапала себе очень сильно ляжки в осоке. И все-таки решила пойти
в село готовить. Смотрите, друзья, как сильно горит. Вот туда они летали. На пожарище. Ну, так было хорошо слышно. Надеюсь, он меня не увидел. Такая экстремальная рыбалка получилась. И рыбу хочется поймать. И хочется не пойматься самой. Потому что обстановка-то накаленная, понятно. Тем более недавно в зоне поймали сталкеров. 2, что ли, группы. Одна малолетних сталкеров, а вторая, не знаю. Не хочется на ровном месте быть пойманной, поэтому идем с вами какую-нибудь хатку подберем, и там безопасно приготовим еду и отдохнем в тени, потому что жара уже неимоверная. Буду я заканчивать это видео. Готовку ухи посмотрим уже в следующем. Всем спасибо за просмотр. А если вы хотите видеть наши походы в полном объеме, то подписывайтесь на Boosty. Ссылочку оставим в описании к видео. Все. До новых встреч, до новых видео. Всем пока.